Я всех приветствую, всех подписчиков и зрителей, которые интересуются не только сборками компьютеров, но и, конечно же, интересуются ноутбуками. И в этом видео я бы хотел показать вам, наверное, один из самых лучших ноутбуков, что можно купить сегодня среди большинства. Он очень холодный, мощный, с отличным экраном, причем, что самое интересное, сейчас такое время, где впервые железо внутри ноутов стоит уже почти на уровне домашних больших компьютеров. Одним словом, я решил сравнить ноут и персональный компьютер по цене и закинул в корзину в DNS, например, такой же процессор 13700H на 14 ядер, что в этом ноуте. Это копия i7 12700F плюс видеокарта RTX 4070 на 8 VRAM. И это тоже, скорее всего, я думаю, больше братишка для десктопной 4060 на 8 видеопамяти. Короче, я забросил все комплектующие, сопоставимые по мощности, оперативу, SSD и даже монитор на 240 Гц. Тоже посчитал, потому что именно такой дисплей идет в ноутбуке. Правда, там на 27 дюймов, а тут на 17, но так или иначе, цена за такую сборку компьютера с монитором плюс-минус 155 тысяч рублей. В то же время ноут в этом видео стоит 210, разница в 60 тысяч, это довольно существенно. Однако, эта модель ноута предтоповая, это серия Vector, они не дешевые и есть, конечно же, у MSI серия Katana, точно с таким же процессором на 17 дюймов и тоже 240 Гц плюс видяха 4070, и стоит ноут уже 155 тысяч, ровно столько же, сколько и сборка за 155к, и это уже довольно интересно. Одинаковая цена, одинаковое железо и цена, в принципе, одна и та же. Так что я всерьез, знаете, начал задумываться, а есть ли вообще смысл собирать компьютер, чтобы чтобы вечно быть сидящим в кресле перед монитором и выделять для этого компьютера целое рабочее место, целый рабочий стол, если можно при этом же доплатить за модель Vector или взять ту же самую Katana по той же цене и перемещаться с ноутом хоть по всему миру и получать при этом ту же самую мощность. 4 своих последних видео я смонтировал именно на ноутбуке, и моя продуктивность была в принципе одинаковая. Я не вижу смысла теперь сидеть 24 часа в кресле, привязанном к столу, и делаю теперь видеомонтаж своих видео по всей квартире, хоть на диване, хоть в туалете, не имеет разницы, вообще без проблем. Короче, тема довольно дискуссионная и важная в 2023. Что выбрать, компьютер или ноутбук? И мы еще вернемся к нашей теме буквально через 1 минуту, а сейчас выдохнем и сделаем паузу на полезную информацию. Друзья, знаете, какое правило есть у каждого айтишника? Буквально 3 слова. Всегда делай бэкап. Это полезный совет как для рядовых пользователей, так и для крупных компаний. Серьезно, никогда не знаешь, что произойдет с твоими данными. Чего уж говорить, когда на кону безопасность пользовательских данных. Если вы искали способ обзавестись надежной IT-инфраструктурой, то с этим может помочь Selectel. Компания не первый год является одним из лидеров российского рынка IT-инфраструктуры. У Selectel есть облако собственной разработки, с которым вам обеспечено удобное управление сервисами, мгновенное масштабирование и надежное хранение данных. Облако Selectel – это набор инфраструктурных сервисов от облачных серверов до объектного хранилища и облачных баз данных. Вы точно сможете найти подходящие решения для любой задачи и гибко настроить инфраструктуру по ресурсам. Одно из важных преимуществ продуктов компании – это сохранность данных, о чем я уже упоминал ранее. В панели управления вы можете в пару кликов настроить план бэкапов, чтобы сохранить всю важную информацию с дисков. Все максимально удобно, выбираете подходящее время для создания бэкапов, и Selectel сделает все автоматически, вам не придется ни о чем беспокоиться. И да, хранить данные сотрудников и клиентов в облаке тоже можно. Серверы Selectel соответствуют букве закона и даже включены в реестр российского ПО. Ну а чтобы избежать DDoS-атак и прочих неприятных сюрпризов, у Selectel есть Firewall, который убережет сервер от атак. Так что компания постаралась обеспечить и удобство, и надежность, и безопасность. А еще удобно, что пользоваться облаком Selectel это просто. Нужно всего лишь зарегистрироваться в панели управления my.selectel.ru и начать работу. Стать клиентом Selectel просто. Достаточно перейти по ссылке в описании или по QR-коду на экране, зарегистрироваться в панели управления и подобрать решение под свои нужды. Всем удачи! Но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, сейчас хотелось бы во второй части видео все же рассказать про сам ноут в обзоре, и потом уже проведем тесты, оценим мощность, так сказать, данной машины, делая косвенное сравнение со стационарным компьютером. Например, возьмем сборочку ПК в одном из моих прошлых видео, и это примерно, то есть еще раз внимание, примерно такое же по мощности железа в одинаковой цене, именно сравним ноутбук и домашний компьютер, и посмотрим, что к чему. Это весьма интересно. Итак, давайте, что насчет нашего ноутбука из видео. То у нас, в общем-то, еще раз повторюсь, в качестве экспериментального образца я взял на время создания видео модели Vector GP7713VG. В целом, все в этой модели указывает
претендует на ее далеко не бюджетный уровень, и клавиатура от SteelSeries, и большой просто обалденный QHD экран на 17,3 дюйма на 240 Гц, также серьезная система охлаждения и, конечно же, современный процессор на 14 ядер 20 потоков, плюс видеокарта RTX 4070. Одним словом, шикарный ноутбук, универсальный аппарат не только для запуска игр, но и для работы. Я лично давно уже монтирую свои видео на ноутбуках, различных моделях, и мне кажется, уже я честно переболел этими всеми сборками ПК, и на это просто нужно какое-то время потратить, все эти материнки, изучать все эти процессоры, куда там ставить и прочие нюансы. Меня это уже давно не волнует, ведь в ноутбуках ты просто смотришь на цену, смотришь на железо внутри и примерно понимаешь, чего ожидать от данной модели. Все очень просто. В нашем случае, в целом, еще раз повторюсь, железо этой модели с точностью, почти с точностью повторяется, как в модели Katana за 155 тысяч. Но Katana это все же среднебюджетная модель, и там попроще будет экран, не такая клавиатура от стилов, явно чуть более упрощенное охлаждение, и при этом будет выше шум и температура. В остальном я не стану нахваливать, но тут и так, я думаю, все понятно, что за такие денежки в нем все замечательно, и куча всевозможных фишек, там управление всевозможными MSI-центр, настроить можно буквально все, от подсветки до скорости работы вентиляторов и частот, но чтобы не раздражать зрителей этими всеми нахваливаниями, мол, я занимаюсь рекламой и так далее, давайте лучше с вами не словом, а делом проведем прямое сравнение этой самой сборочки ПК за 155 тысяч 4060 на 8 видеопамяти и 12700F против данного ноута, что сопоставим по железу именно с 13700H и 4070 и тоже на 8 VRAM. Это интереснее, это явно интереснее, чем просто протестировать ноут. Все отлично, все тащит, всем удачи, пока-пока. Так что будем действительно экспериментировать. Итак, начнем, пожалуй, сразу с Киберпанка. Он отлично умеет работать с железом, это, конечно же, вне конкуренции. Тут у нас на ультра настройках с трассировкой в 2К и DLSS в режиме качества видим, что 4060 ПКшная в целом меньше выдает на 5-6 кадров, чем ноутбучная 4070 в нашем ноутбуке Vector. Таким образом, можно сказать, что по своей мощности 4070 ноутбучная, то есть в ноутбуках равна примерно мощности больших собратьев 4060 для компьютера. Это, в принципе, ожидаемо. Обычно так и есть в ноутбуках, что 3050, что 3070, что 4070, они все по мощности равны минус одной цифре, и все, что там, например, 3060 в ноутбуке, это 3050 в компьютере, и все, что 4070 в ноуте, это 4060 в компьютере и так далее. Примерно такой вот у нас расклад. Единственное, что меня реально удивило, так это температура железа именно в этой модели лэптопа. Как бы так сказать, друзья, она не поднимается выше 65-70 и обычно держится там, ну скажем, на уровне 66. Еще раз повторюсь, это i7 13700H на 14 ядер 20 потоков и Видяха RTX 4070, и температура при этом не выше 65, возможно 70. И это в Киберпанке, том самом Киберпанке, что выжимает любой процессор до предела. А значит, в остальных проектах будет температура, возможно, ниже или там, возможно, даже чуть-чуть выше. Вы понимаете, вот именно здесь, насколько с большим запасом поставили нормальное людское охлаждение в этой модели ноута. И почему он стоит не 155, а 210. Вот как раз вот за такие нюансы и получается переплата за то, что у вас будет не 90-95 температура, а 65, возможно 70 с копейками. То же самое примерно повторяется и в Ведьмаке 3 с трассировкой, что 4060, что 4070 примерно одинаково отрабатывают по количеству кадров, хотя 4060 тут малеха быстрее на 5-6 кадров, однако оба держат стабильные 60 плюс FPS при максимальных настройках, внимания, в 2К с трассировкой и DLSS в режиме качества. Местами то 4060 быстрее малеха, то 4070 ноутбучная быстрее, чем 4060, все зависит от локации. И Ведьмак, кстати, оказался не хуже Киберпанка по требованию и поднял температуру на процессоре ноутбука максимум до 74-75 по некоторым ядрам, однако все равно у нас средний 66-67 и при этом частота на самих ядрах местами очень высокая, 4600-4700. Я, честно, давно уже не видел, что процессоры ноутбучные держали такую частоту. Обычно там, ну, не больше 3800, возможно 4200, но 4700, 4800 это как раз за счет именно охлаждения, и оно позволяет не понижать частоты, чтобы понизить температуру, так как температура и так низкая, и по меркам ноутбуков там каких-нибудь конкурентов это явно еще не 90-95, так что тут все отлично в этом плане. Что ж, наверное, более нечего, знаете, добавить в этом видео, и так все видели, все протестировали, я просто от себя отмечу, что да, железо ноутбуков и компьютеров в целом уравнялись, и даже по цене
можно собрать компьютер на 4060 и ноутбук взять за 4070, и при этом цена будет одинаковая. Это если сравнивать именно модели Katana по 155 тысяч. Но можно же, понятное дело, и ПК собрать тоже, конечно, за 210 тысяч, и тоже при этом на обычные 4060. Просто при этом ставить внутрь топовые материнки, память там какую-нибудь крутую, корпус так 1000 за 15, или водянку за 15 тысяч, или видеокарту не за 40, а за 50 взять 4060 и так далее. За 155 это я считал именно бичевую сборку на дешевых комплектующих именно с видеокартой 4060, и в нашем случае можно тоже взять как бы ноутбук и за 155, и за 210. Серия Vector тут уже идет больше упор именно на качество охлаждения, на качество экрана, материалы корпуса, прикольная клавиатура, все замечательный экран и так далее. Вот за это и идет переплата между моделями Katana и Vector, а железо внутри по сути ну как бы одинаковое, так что у зрителей есть выбор: или собрать самостоятельно ручками ПК, или брать уже готовый ноут. В целом разницы уже нет, знаете, в 2024 вся разница лишь в условиях использования. Если нравится сидеть сутками в кресле за столом перед монитором, перед вашим домашним ПК, то конечно вам больше подойдет именно стационарный десктопный большой компьютер. Если же у вас более подвижная жизнь, или вы, например, не сильно любите врастать в кресло сутками и больше за смену локации, то здесь лучше вам, конечно же, подойдет ноут. Можно таскать его куда вам захочется, без проблем. Вот и вся суть вопроса, друзья. Я думаю, вы все поняли, о чем я рассказывал в этом видео. На этом, друзья, у меня, наверное, уже все. Будем заканчивать. Спасибо, что смотрели это видео. Всем я еще раз желаю не болеть. И увидимся с вами уже очень скоро. Всем удачи и до связи. Пока-пока.